For decades, political arrests were distinguished precisely by the fact that people were arrested who were guilty of nothing, and they therefore were unprepared to put up any resistance whatsoever. There was a general feeling of being destined for destruction, a sense of having nowhere to escape from the NKVD. ГУЛАГ — это уже времена советские. Да, это история системы исполнения наказания. То есть стране нужен был лес, добровольно вот такую тайгу народ не очень шел, а по приговору, точно так же, как и у вас в Америке, в свое время, не сейчас, отправляли туда, куда нужно стране. Поэтому вот этому поселению ему 52 года. И здесь добывали лес. А вот рядом деревня, этой деревне уже лет 300. Здесь всегда жили малочисленный народ в Шорце, вот которых всего насчитывается 1112. Это во всем мире? Во всем мире. Это маленький народ. И вот параллельно с этим народом построили дороги сюда. Как бы пришла, если это можно сказать, цивилизация. Здесь пищу отсюда раздавали. Комната. Еда. Фуд. Сюда приносили уже готовое. И потом в миски накладывали и разносили. Здесь, пожалуйста, можно было душ принять. Здесь был душ. When the Gulag penitentiary system was decommissioned and the village established, one section of the Gulag was continued to be used as a prison until the year 2015. Besides the Gulags, there can be many entertaining moments that can be found in villages in Siberia. Чпончик, иди с ним. Чпончик, пускай идет с тобой. Понимаю. Собачка с тобой. Ну, пусть он. Сейчас собачка привязаться к нам. Где? Я через чпончику знаю. Помощь тягачам. Пива нету, арага нету. То я скопаю. I want to point out that many of the people here either worked in the gulags as prisoners or their parents did, attributing to their poor lifestyles of choice. Deeper in the forest, in another village not far from Orton, is a controlled area where gold was found there a few years ago, and large mining operations are currently taking place. Шорская деревня Ильинка находилась в этом месте. Там сейчас также некоторые дома еще остались, в которых живут шорцы, местное население. Вот очень удачное такое место расположения, вот где домики стоят сейчас. Andre has spoken with the authorities on my behalf, and they have agreed to allow recording in most areas, except for any gold that is found or stored in this building. They've given me a miner named Dmitry, who will show us how the gold is mined and how the miners live in the Siberian wilderness. У нас на участке вот разводят, люди занимаются кроликами. Свободное от работы время. Кормят кролики. Там есть у нас куры еще на том участке. Not only do they harvest rabbits, but also chickens, and resilient vegetables are an important part of their diet as well. In the surrounding area, the miners have made small plots to harvest such vegetables, while also gathering mushrooms and berries in the summer months. This allows them to save money while having their foodstuffs last longer as well.
Of course, life wouldn't be the same without at least some modern conveniences, but these are not usual conveniences had outside the cities of Siberia. Здесь вода. However, having a banya is a must for any hard-working Russian after a long day's work. Жарко, баня. Да. And with any banya, you will need a lot of firewood. Now that we've seen how they live, let's now head over to the mining operations. Раньше, там 2 года назад, на речке стояли старатели, добывали золото. И после них была очень грязная вода. Очень грязная, там они варварски все это добывали и так далее. А вот мы сейчас с тобой приехали сюда, и вот смотри, вот они, вот видишь, добывают золото, вон видишь, там промывают. Видишь, сейчас, то есть эти ребята, вот эти старатели, они добывают чистыми способами золото. Видишь, вода чистенькая идет после них. Нету грязи, нету. То есть молодцы. И рыба, и все сохранится. Все это останется. Когда заканчивают свои работы, они запускают маленьких рыбок, мальков. Экскаватор подает сюда на бункер, она попадает в бочку в эту, крутится как в стиральной машинке. И грязь, камни вот эти все ненужные, они сюда выпадают, а весь песок золотосодержащий, он у нас скатывается вот по колоде. Сейчас пойду покажу вам дальше колоду. Значит, грязная вода у нас вот по замкнутой системе, по нашим отстойникам, она у нас по кольцу, получается, опять же идет к нашему насосу сюда. И мы постоянно работаем на вот этой отработанной воде. То есть там отстойники, в которых потом ил оседает и вода становится чистой. Значит, вот с этой стороны можешь поснимать. Здесь у нас старое русло реки бежало. И как получается реку отвели сюда, сейчас в эту сторону. Здесь прокопали траншею, вода чистенькая бежит по реке, сюда вниз также уходит. А там, получается, у нас мы промываем пески, которые остались в русле старой реки. То есть процесс загрязнения воды нету, мы воду чистую отводим. Здесь раньше была река, да, и много золота тут лежит. Вот чтобы его добыть, они грузят в эти самосвалы. И самосвалы с этой породой уходят вон туда. Вот сейчас мы туда с тобой пойдем. Now, as stated before, I'm not allowed to record any gold found. You would just have to take our word for it, since the Russian law prohibits such recordings. Tomorrow, Andrei will have to go to Mezhdurechins for some business. And to make a good living, Andrei has diversified his enterprises with several business partners. The first dealing with recycling. Саня, я так понимаю, доехало не все. I asked Andrei how the recycling programs were here in the Soviet Union. Маленькими вот мы были в школу ходили. Со школы бежишь, бутылка лежит. Мы ее брали, берем бутылку в ближайший магазин, сдаем ее 10 копеек. За 7 копеек можно было купить мороженое. 2 бутылки нашел, уже можно будет булочки себе купить. Такие раньше были, то есть государство заботилось о обороте материалов, не раскидывало. Это же в любом случае это материалы, это богатство, это труд человеческий. Не раскидывали никуда, все шло в оборот, все шло обратно. Пионеры собирали макулатуру, металлолом. Сейчас, ну да, сейчас металлолом это дорого, сейчас металлолом везде принимают.
Но вот эта макулатура, она никому не нужна. Вот эти вот бутылки никому не нужны. Смотри, сколько мусора везде, да? Вот при Советском Союзе как-то об этом государство заботилось. Сейчас пока заботы я не наблюдаю. Да не только я, никто не наблюдает. Вот возобновляемый ресурс — это металл, да, металл у нас везде. А остальное везде все валяется, пожалуйста, различным свалкам, помойкам. His second business is making pine nut oil with his friend. Many Russians eat these for health reasons. They use this machine to separate the nuts from the pine cones, and then stored until ready to have the oil extracted from them. Вот на это масло. Давлю. Позже, когда начнем давить, можно было в производстве, а сейчас ореха нет. And lastly, Andrei needs to buy some products to sell at his store in Orton. He goes to local shops where he can buy local and imported products, but doesn't have a contract set up with every business he buys from. So he charges a higher rate for them in Orton. However, at a bakery factory, he does have a contract set up, so his rates can be a little bit cheaper on the bread products than the rest. Тюрицкого возьму. Andrei has only had his store for a few years, and I was curious why he named it Patni Store. У шорцев она как священная гора, Патын. А самая большая в Горной Шории. И вот поэтому магазин наш также называется. Now that we have looked through the different aspects of life that people lived and are living through right now, no understanding of history or people's way of life would be completely understood without understanding their religious beliefs first. In Siberia today, most people are atheists, and this was throughout much of the Soviet Union's history. However, there are still some groups of people that worship the old local gods of Siberia, along with Hinduism, Buddhism, Christianity, and a larger group, yet still small, believe in the Orthodox faith. At this chapel in Orton, only 3 or 4 persons attend on Sundays and holy days, showing just how many people are still atheists. Life without the love that God has given us left people without moral restriction, and they joined the NKVD oppressing whoever they wanted. Russia replaced God with the state of such figures they esteem to this day, Lenin and Stalin.